Как обычный, блядь, у нас был план, и мы его придерживались. Тотальный бардак среди пожара после наводнения. Жопа, блядь, ко второй... План по атаке Кипстара строился на массовом использовании сабкапов, причем не турельных, которые способны наносить не альфу, а ДПС. Первая атака на Кипстар была провальной как раз таки из-за расчета дамаги артовыми кораблями, когда мы были все на мочалках. Это был негативный опыт, но весьма ценный. Мы решили прийти как раз таки к дешевым кораблям, наносящим дамаг через ДПС, потому что там раз в 20 секунд обсчитывается дамаг. Казалось бы, 18 секунд меньше 20, плюс размазан, не все стреляют в 1 секунду, все должно быть нормально. Но ввиду альфы как-то обсчет внутренне, видимо, не так, как нам сказали в блогах CCP-шники. И это артовые корабли делают абсолютно жопошным. Так или иначе была сделана ставка на дешевые доктрины, которые наносят дамаг через ДПС, а не через альфу. Заготовлено было порядка 1500 кораблей. 400 кораблей Хорде было отдано. Изначально закладывались в план, что они будут нести очень большие потери. Именно поэтому было настроено очень много. Именно поэтому они раздавались бесплатно для того, чтобы было постоянное количество кораблей в гриде, было постоянное дотекание. И в целом этот план удался на всех таймерах, на всех 3 таймерах. На втором таймере в гриде всегда было порядка 300 тайфунов. На финальном таймере порядка 430 тайфунов постоянно было в гриде. Мы проанализировали наши возможности на основе той информации о доктринах, которые имеет каждый альянс. Пришли к выводу, что безопасного загона типа лонговых титанов под прикрытием факсов не позволяют достичь той гарантии, которая бы нас устраивала. Особенно на финальном таймере, когда требуется достичь успеха максимально с большей вероятностью. Изначально Триумвираты были союзники по коалиции против дичей в войне за Гименат. Это была война 15-16 годы. В результате их попыток атаковать Гименат и, в частности, хедшотный БВФ, они откатились в другие регионы. Плюсами Триумвираты нам встали в результате выхода Ред Альянса из их коалиции. Видя, что в полном составе этого Вольтрона они не могут нас одолеть. Были проведены ряд переговоров, которые начались с Триумвиратов, которые привели к тому, что Solar Fleet, Триумвираты стали нам плюсами. Ввиду того, что они оказались ближайшими соседями Ред Альянса, началась война Триумвираты Ред Альянс, где мы вместе с СФ пришли им на помощь, и это закончилось выселением Ред Альянса из Смазера и Виторида, которые были отданы Триумвиратам в основном и Solar Fleet. Раскол в дружественных отношениях между нами и Триумвиратами возник из-за того, что люди, которые находились у руля, были достаточно импульсивные, и им требовалось что-то новое, какой-то новый контент. На их форуме произошел ряд обсуждений, который привел к тому, что у них появилось 3 опции. Ничего не делать, делать слегка и делать по жести. Атаковать Solar Fleet, забрать их Space, если они не согласятся на передачу этого спейса в мирном русле. Предполагалось, что должны будут провестись переговоры с Гимико, чтобы мы не вмешивались в этот конфликт. Но история немножко пошла по другому руслу. С окончанием войны в спейсе Эвконов мы решили, что атака Триумвиратов, как первый приоритет еще при самом начале открытия военных действий, ничем больше не ограничена, и мы начали атаку, решив на совещании, что с самого начала нам нужно ограничить их крабы Space для того, чтобы мемберы не имели возможностей для повседневной жизнедеятельности. Мы уничтожили несколько ключевых хабов, поставили затычки, и когда пришли к выводу, что противник практически перестал крабить, мы отодвинули задачу Клайма Дроча на второй план, и на первый план вышла атака Кипстара как головного офиса этой организации противника. Окей, наша задача была заонлайнить аванпост в этой системе для финального шага. Это атака и убийство Кипстара противника. Форточка у нас теперь здесь есть. Мы ее будем фитить. Так, ну что ж, господа, давайте резюмировать. Первый блинкомом Триумвираты применили тактику, собственно, продамажили с самого начала свой Кипстар, чтобы заставить нас наварпать и заставлять противника продолжать дамаг, потому что через 15 минут, по сути, откачается.
Было проебано около, по-моему, 4 минут на этом. Был выбран формат матчал с прицелом на то, что тесты должны были привести еще группу капиталов. Вы видели, для такого позднего времени 53 кара, да, которые делали прикрытие для наших мочал, этого было недостаточно. Противник сначала атаковал нас, собственно, файтерами Скар. Их было в 3 раза больше, чем наших, то есть в гриде присутствовало порядка 200, по-моему, 10 кар, что-то такое. То есть такого количества файтеров наши кары, соответственно, от нас не отгоняли. После того, как противник почувствовал, что здесь достаточно безопасно, он отдохнул порядка 20 суперов, и они начали выполнять свою грязную работу уже ФБшками. К сожалению, объектив проебан. Мы потеряли на этой попытке около 100 миллиардов. Сразу, чтобы вы сильно не унывали, мочалки мы будем компенсить, потому что, собственно, план был изменен под самый-самый-самый, собственно, загон, и у нас не было варианта, как чейнчить, собственно, эту доктрину. Так или иначе, Кипстар должен быть уничтожен. Мы будем делать еще одну попытку. Вполне возможно, что план будет частично тем же, частично будет изменен. Потому что, вы видите, противник использует свою основную силу, огромное количество карьеров. Если мы догоним такое же количество каров у нас свободно флот сможет работать по Кипстару, стоя в сотке от него. Как видите, мы подготовились, как я, собственно, и обещал, лучше в этот раз. Противник пытался раскачать наши файтера, у них это не получилось. То есть кары получили какой-то опыт, я думаю, в следующий раз это будет лучше. Но завтра будет макс сбор. Я понимаю, что сейчас глубокой ночью, кого-то утро, его нужно согнать в армор. Я думаю, завтра противник приготовит нам какие-то сюрпризы, чтобы сломать вот ту мету, которую мы показали. У нас тоже есть в запасе пару сюрпризов. Ко всему прочему, у противника было порядка 60 дредов в соседке, 4 CJ. Они не сыграли сегодня, возможно, сыграют завтра. Возможно, на финалке, никто не знает. Но это куча железа со свастикой на борту должна быть превращена в металлолом. Так, мальчики и девочки, реинфорснули успешно в армор. Не помогли им воззвания против монгольских хорд, союзники, то есть там на самом деле пришли на капиталах, мне кажется, ну все, то есть и личный шелупень там пришла. Потери, конечно, в исках невысокие, то есть может быть лярдов на 50-60. Схема была примерно та же самая. Единственное, что мы попытались увеличить длину стрельбы наших фунов. Через 6 дней структурку нужно превратить в металлолом. 2 дня мы уложили, 3-й день, я думаю, противник опять насумонит всего-всего-всего. Так или иначе, могут быть сюрпризы от противника на последний реинфорс, как в качестве приглашения каких-то дополнительных сил, так и в качестве каких-то, не знаю, тактических ловушек. Поглядим. Окей, давайте, чтобы вас не томить, в самом деле полагали хорошо, все сделали правильно, одержана убедительная победа. Приведу аналогию, которая мне близка из детства, из бокса, да, то есть нанесен сокрушительный удар в голову. Несмотря на это, противник все еще лелеет какие-то надежды по поводу того, что он здесь останется, что этот Кипстар ему был не нужен. Это все ерунда. После их пропаганды, после вот этих вот названий Кипстаров, после того, как в локал все это дело катилось, да, это все надо тотально выжигать. Если противник надеется, что у него есть какие-то возможности здесь остаться, кочевать с фортизар на фортизар, эту голубую мечту надо разбить об полный, тотальный, нетолерантный кулак. Всем еще раз спасибо. Мы этого добились. Снова. До новых встреч в Кефире.